Как перестать мучиться вопросом, а что же скажут люди? Если отвечать коротко, то никак. Невозможно перестать этим вопросом, ну, может, мучиться можно перестать и нужно, но задаваться этим вопросом невозможно перестать. Если мы перестанем задаваться вопросом, а что скажут люди, мы начнем ходить голыми, писать на центральных площадях города и кидаться на того мужчину или ту женщину, которая вызвала хоть малейшее сексуальное влечение. И согласитесь, что ну, картинка будущего такого, она выглядит не очень привлекательной. Кроме этого, люди – существа социальные. И страх, а что скажут люди, уходит корнями очень глубоко. Наши с вами далекие предки, которые жили группами, жили в племенах, для них изгнание из группы, изгнание из племени означало буквально смерть. Они не выживали одни. Поэтому для того, чтобы выжить, ты должен был принадлежать группе, а для того, чтобы ты принадлежал группе, ты должен подчиняться правилам, нормам, законам, мифологии этой группы и так далее. Еще раз, изгнание это было самое сильное наказание, потому что оно равнялось смерти, причем смерти такой ну, мучительной и не очень хорошей. Этот страх остался. Понятно, что сознание наше эволюционировало, а вслед за ним поменялось внешние условия жизни, и сейчас человек очень хорошо физически выживает один, но на символическом уровне этот страх остался, да, и одно из самых сильных наказаний для современного человека – это изгнание из группы. Вот, например, ну, такие отголоски, да, которые мы сейчас до сих пор сами проживаем, это каждый хорошо знает, насколько больно, когда вас критикуют при группе. Да, правило одно из первых каждого руководителя, да, это ругай один на один, ну или критикуй один на один, а хвали при группе. Да, то есть это ну, азы менеджмента. Потому что похвала в группе это равно ты хороший, мы тебя любим, ты у нас остаешься, да, и она очень важна для человека. Да? И точно так же критика в группе, это значит ты на грани да, ухода. Ну, я про глубинное восприятие. И это очень болезненно. Соответственно, да, вот эти вещи у нас остались, и сказать, что есть какая-то технология, не знаю, лоботомия или что-то, что может стереть вот эту всю историю внутри, ну, пока, по крайней мере, этого нет. И когда человек говорит, мне вообще плевать, что другие скажут, это на самом деле обратная сторона той же медали. Да? Если вы не можете шагу ступить, не оглядываясь на то, что люди скажут, и да, говорите, а мне все равно, я вообще плевать хотела на других людей, понимаете, что вы в одном и том же конфликте. Просто это разные стороны проживания этого конфликта. Здесь вы постоянно оглядываетесь, как маленькие дети, а там постоянно бунтуете, как подростки. И ни то не есть выход из сильной зависимости от социума. В чем выход? Ну, первое, да, это осознание и принятие того, что вот это, что скажут люди, да, вот этот внешний социум, в котором вы живете, он и поддерживает вас тоже. Да? Он дает некие правила, он дает некие рамки, он говорит, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. И это, понимаете, ну вот как стены вашего дома, они же вас ограничивают, вроде ограничивают, но они и защищают. И вот эти социальные рамки, если они ну, не утрированы, не слишком жесткие, они выполняют ту же функцию. И пока вы видите только их ограничивающую функцию, они такими будут для вас. И первый шаг для того, чтобы уменьшить свою зависимость от социума, это понять, что это же и стены, которые вас защищают. Да? И вот тогда это начнет внутри меняться. Следующий шаг – это наращивать внутри себя психическую силу в какой-то важной для вас ситуации идти против социума. Да? Не в принципе сказать, вот я вообще плюю на то, что люди говорят. Нет. А вот конкретно здесь, да, мне важно это сделать, потому что я иду к своей
значимой для меня цели, я отстаиваю свои ценности, я отстаиваю свою позицию, я отстаиваю право на свое развитие, свое раскрытие. Да? И вот это вопрос такой наращивания психической силы, возможности выдержать это напряжение. Когда все говорят белое, а я понимаю, что это черное, вот в этой ситуации для меня это черное. И это так, это моя правда. И как это выдержать? Да? Потому что когда вы задаете вопрос, как перестать бояться, что скажут другие, да? Вы как будто бы говорите, я не хочу выдерживать вот это напряжение, когда для меня черное, а для других белое, и я должен стоять на своем. Да? Я хочу, чтобы, да, чтобы мне вообще-то было неважно. Но так не будет. Но что вы можете сделать, это иметь достаточно психической силы справляться вот с этим напряжением внутри. Да, я знаю, что это черное. Пусть все говорят на это белое, но для меня вот в данной ситуации это так. В других ситуациях и для меня белое, и для них белое. А вот здесь вот это вот так. И эта психическая сила, она приходит, ну, как следствие такой системной, регулярной внутренней работы, да, это может быть работа с психологом, какие-то духовные практики, религиозные, ну, что угодно, у каждого свой путь. Но в любом случае это путь про соединение со своим «я». И там, где ценности, смыслы, цели моего «я» совпадают с социумом, да, я там не бунтую, да, а иду в это. А там, где расходятся, у меня есть достаточно внутренней силы, да, стоять на своем и выдерживать напряжение того, что мной недовольны, меня осуждают, меня не понимают и так далее. Да. Это вопрос психической силы собственной. Но когда вы работаете, ну, даже не работаете, развиваетесь, да, в сторону того, чтобы лучше знать себя, соединяться со своими важными глубинными смыслами, идеями, ценностями, вы встаете, как говорил Карл Густав Юнг, на путь индивидуации. И происходит такая интересная штука, о ней говорил Юнг, он ставил на этом акцент, что индивидуация не равно индивидуализм. Это разные вещи. Индивидуализм – это про то, что вот я иду за собой, и мне условно плевать, ну, плевать на других. Да. Индивидуация, говорил Юнг, это такая штука, когда вы начинаете идти за своими глубинными идеями, ценностями, смыслами, и при этом, да, каким-то удивительным способом это начинает быть и самым лучшим вашим вкладом в социум, то есть в те системы, в которые вы входите, элементами которых вы являетесь. Да? Юнг объяснял это через принцип синхронистичности и так далее, я здесь не буду в это углубляться, но такая, ну вот приятный бонус, что когда вы идете в эту работу, вы не только наращиваете свою психическую силу и возможность слышать себя и держать свою позицию при любых внешних обстоятельствах, но при этом, да, получается вот это волшебство, когда ваша истинная позиция, настоящее или там видение, ваш способ реализации, он является и самым лучшим для того социума, тех систем внешних, с которыми вы соприкасаетесь. И тогда вопрос, а что скажут люди, он, ну, отпадает сам собой, потому что, ну, это синхронизируется. Да, и получается вот такая ситуация win-win. Вы выигрываете, и социум, да, вот эти люди тоже выигрывают.